Так, ну вроде настроила. Знаете, я тут кое-что выучила на гитаре. Ну, уж не знаю, как получится, но попробую сыграть. Так. И... Круто, я где-то ее уже слышала. Так ее играл Фрэнк на Рождество, помнишь? Я ее выучила, ну и вот научилась играть. Слушай, а тебе не кажется, что он в последнее время какой-то странный? Странный? Да это мало сказано, я недавно с ним виделась, он вообще другой человек стал. Девочки, буквально другой человек. Что ты имеешь в виду? Ладно, потом расскажешь. Нэнси, мы готовы и ждем твой рассказ. Мы тебе так благодарны. Если бы не ты, мы бы точно продали это раньше. Будь оно неладно. Да ничего бы мы не продали. Продали. Все к этому и шло. Мы же ее что позвали? У нее же отец адвокат. Ты думаешь, что говоришь? Она же тут сидит. А ты салат ешь. Ем. Ешь. У нас чуть ли раньше не увели. А ты сидишь и ешь салат, да? Ой, женщина, успокойся. Успокоиться? Да хватит вам! Мы же говорили, что Нэнси быстро решит вашу проблему. Тем более, что у Нэнси уже было похожее расследование. Правда, про собак? Да, как только Бесс и Джесс сообщили мне, что у вас по ночам начала появляться на ранчо призрачная лошадь, я сразу поняла, что кто-то просто пытается вас запугать. А вы имеете дело с человеком, который практически дописал монографию «Запугивание людей с помощью призрачных тварей» как классика без фантазийных преступлений. Тогда мы без промедления договорились с Бесс и Джесс взять билеты на самолет к вам в Аризону. Мы договорились, что мы полетим разными рейсами. По нашим подсчетам, мы должны были встретиться в аэропорте в Фениксе. Однако их рейс почему-то взяли и задержали. Задержали? Задержали. А, да, задержали. В итоге я прилетела на ранчо одна. Ни вас, ни хозяев я не обнаружила, и в итоге почувствовала себя крайне тупо. Ведь это Диана, это ваши дядя и тетя, а не мои. А что, если вы все там где-то запрятались и уже раскрываете дело без меня? Я решила вам немедленно позвонить. 8 800 555 3535. Проще позвонить, чем ничего не понимать. Алло, мисс Диана, здравствуйте. А вы где? Здравствуй, Нэнси. А мы в больнице. Больница? Уж прости, что не встретили тебя. У нас тут вчера ночью был сплошной цирк. Даже не знаю, за что мне все это. Да ладно, все нормально. Нет, ненормально! Сначала опять появилась эта светящаяся кобыла, а затем Эда в ногу укусила гремучая змея. Змея? Я говорила ему оставить ее в покое, но он вообразил себя Солидом Снейком и стал драться с ней. И по итогу и он укусил ее, и она его. У него распухла нога, и уже к нашему приезду в больницу он был похож на Олега Монгола. Зато я убил змею. Я применил мне Кёкушинкай. Слушай, твой отец же адвокат? Он может проконсультировать о продаже ранчо? Да не нужно нам ничего продавать. Дай сюда телефон. Алло, Нэнси, это все не просто так.
Каждый раз, когда появляется эта конина, случаются неприятности. То куры перестанут нестись, то урожай пропадет. А первый раз, когда я ее встретил, у меня порвалась уздечка. А какую уздечку вы имеете в виду? Ту, что на лошади? На лошади. Так, ты не слишком много себе позволяешь. Мама, у нас неприятность, так и я сейчас должна твое хамство слушать. Дорогая, я не Я сейчас говорю. Я уже устала, понимаешь, устала. Тебе нужно повзрослеть. Когда дядя Эд и тетя Диана закончили разговаривать на языке Изенгарда, они, помимо всего прочего, поручили мне отвезти письмо некой Мэри Янгсон, чей магазинчик находился неподалеку от ранчо. Неподалеку, если ты квадроцикл, конечно. А я не квадроцикл, я дедукцикл. И перемещаюсь со скоростью всего лишь 7 километров в час. А поэтому мне порекомендовали не брать пешочный эконом-класс, а взять для этого лошадь. Но кони-то и были моими главными подозреваемыми. И прежде чем встретиться с гипотетическими преступниками, я решила разузнать о ситуации все, что можно, параллельно знакомясь с ранчо. Сначала я подошла к Дэвиду Грегори. Ты уже говорила с Роули? С Роули. То есть да, то есть... А вы видели призрачную лошадь? Светящаяся лошадь появилась из ниоткуда, и мы все выбежали из дома, чтобы посмотреть, что это было. Пару раз она стала на дыбы, сделала несколько кругов и унеслась прочь в том же направлении, откуда появилась. И чё, прям светилась, да? И седока на ней не было? Ты мне задашь еще много вопросов, да? Демо-версия милых поболтушек закончилась. Тогда простите, не буду вам мешать. Затем я познакомилась с поваром, Сэмом Турмондом. Эй, ты, наверное, Нэнси? Я повар Сэм Турмонд. Добро пожаловать на ранчо теней. Расскажи мне о себе. А я Нэнси Дрю. Я детектив-любитель. А еще я любитель собирать истории про коней. Я своего рода конникционер. И поэтому хочу, чтобы вы рассказали, что вчера видели. Я только собирался ложиться спать, как вдруг появилась светящаяся лошадь. Она остановилась, встала на дыбы, ударила копытом, заржала, потом развернулась и ускакала прочь. Это была лошадь Дирка Валентайна. Она стала призраком. Почему? Дирк Валентайн был преступником в местных краях в 80-х годах 19 века. Легенда гласит, что он был влюблен в Фрэнсис Хамбер. Она жила здесь на ранчо теней. К несчастью, ее папочка был шерифом. И он арестовал бедную лошадь вместо него? Из-за него Валентайна схватили и повесили. С тех пор призрак его лошади скитается в прериях, насылая несчастье на всех, кого видит. Эд Роули увидел лошадь, и что с ним случилось через 2 минуты? Его укусила гремучая змея. Подумай. Подумаю. До свидания. Подумав, я решительно двинула в конюшню, проверить, не светится ли хотя бы один конь от счастья, поднасрав своим хозяевам. Ведь, как говорится, сделал гадость, сердцу радость. Не так ли, коняшки? Вас на одного поменьше, чем собак Малоуна. Может быть, ваш 4-й сообщник просто приходит по ночам? Ты которая из них? Из них или... Не поняла. Я конюх. Если хочешь покататься на лошади, обращайся. Докажешь мне, что умеешь. Я разрешу взять лошадь. А вы видели призрачную лошадь сегодня ночью? Я видел что-то, но я не уверен, что именно. Хочешь ездить, запомни кое-что. Перед тем, как отправиться в поездку, нужно взять с собой шляпу, перчатки и флягу с водой. После поездки не забывай привязать лошадь, расседлать и разнуздать. А седло и уздечку положить туда, откуда взяла. Перчатки клади на седло. Если в пути ты спешишься, не привязывай коня, чтобы не было неприятностей, если тебя застанет землетрясение или что-то подобное. Теперь, когда Роули в больнице, на ранчо совсем не хватает рабочих рук. Перед поездкой загляни к Сэму и узнай, не нужна ли ему твоя помощь. Тебе все равно придется идти к нему за флягой. Я задам тебе несколько вопросов. Когда ответишь на них правильно, сможешь ехать куда захочешь. Текс, что тут у нас? Перспектива научиться пилотировать лошадь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, наконец-то! Итак, шляпа у меня была, и она была мне как раз. Перчатки я тоже быстро нашла, и кожа на них была настолько натуральна, что звучало так, будто бы клуб кожевенного промысла был 2 блоками ниже.
А вот флягу надо было еще изъять в интересах коммунизма. Но это оказалось не так-то просто. Мне нужно что-нибудь сделать, чтобы получить флягу? Я рад, что ты поможешь мне. Прежде всего нужно собрать все спелые овощи на грядках. Я надеюсь, ты знаешь, как они выглядят? Да, звучит довольно просто. Да, расплюнуть, да? Хорошо, потому что если ты соберешь неспелые овощи, я рассержусь. Ой, знаете, тогда консультация мне не помешала бы. То есть, это и правда не звучит сложно, но если дело такое серьезное, то мне бы перестраховаться. Сэм? Вот зачем я сказала, что знаю про овощи? Это же ложь! Я напиздела, понимаете? Напиздюнькала, наебала, наврала. Нахуй я ему сказала неправду. А теперь мне надо было срочно разобраться с этим вопросом. И раз Сэм был слишком занят, чтобы мне помочь, мне пришлось позвонить другому человеку, который был близок к овощам. Алло, Нед? Привет, Нэнси. Привет, Нед! Слушай, когда ты помогал маме на дачном участке, и она просила тебя принести помидоры «Северное сияние», ты какие приносил? Никакие, потому что я уходил на шугаринг. Да? Плохо. Почему? Потому что у меня здесь нету шугаринга. Зато есть овощи, которые мне нужно принести, причем спелые. Тогда бери наполовину красные. Родители Неда всю жизнь занимались сельским хозяйством, а поэтому Нед разбирался не только в шмотках, но и в огородах. До того, как переехать в город, он неоднократно был лауреатом фестиваля «Мода возле огорода», а поэтому сильно выручил меня своими подсказками. Вообще, папа, когда давал мне телефон в поездку, строго-настрого запретил звонить Неду. И напротив, рекомендовал дать телефончик кому-нибудь из работящих мужчин на ранчо. Но как я кому-то дам телефон, когда он мне самой нужен? Овощи были собраны, но это было только началом. Вот. Отлично. Теперь я хотел бы, чтобы ты взяла это. Сходи в курятник и собери яйца. Только будь осторожна. Будь осторожна. И не забудь подготовить все для костра, как я просил. Ну что ж, я отправилась собирать яйца в кулак. Ой, Будь осторожна. Это, конечно, немного, но это честная работа. Там еще есть яйца. После яиц мне надо было наколоть дров, но после всего остального это было даже слишком просто, поскольку я член ассоциации вольного боя на топорах и знаю, как нужно обращаться с чурками, с деревом в смысле. Я решила, что не буду просто брать и рубить бревна топором. Я сделала себе из этого настоящий пазл, потому что почему бы не привносить в свою жизнь немножечко квеста, а? Моя жизнь – игра, и кто ж тому виной, что увлеклась я этою игрой. А в игры играть – это, между прочим, серьезное дело, это вам не шуточки шутить, вот чё. Далее надо было приготовить костер и воду на случай пожара. С водой все понятно, а вот костер – дело тонкое. Но я, слава богу, знала, что для этого необходимо не просто нарубить дров, но еще и набрать листиков и веточек. Ведь я смотрю отличный YouTube-канал «Я так вижу», где недавно вышел ролик про игру-выживалку The Forest. И теперь я умею жить эту жизнь. Рекомендую вам подписаться и написать комментарий к тому видосу. Правда, в той игре все выглядело проще, чем в жизни. Так, а чё я сразу-то его не додумалась поставить, лол? Что-то я не помню этой бумажки. Шифр! Ну же, такс, наконец-то. Шифр рукописный, а как известно, рукописи не горят. Шифр я отложила на попозже, до выяснения обстоятельств, а сама направилась в дом. Сэм все-таки дал мне флягу, и мне оставалось только подготовиться к лошадиной экзаменовке, а я в лошадях не смыслю ровным счетом ничего. Никуда ключ зажигания вставлять, никакой бензин они предпочитают.
Поэтому я решила посмотреть, есть ли у вас какие-нибудь инструкции пользователя или мануалы. Но сосредоточиться на чтении мне мешал закрытый старинный сундук, стоящий в углу комнаты. У меня, знаете ли, аллергия на закрытые замки. Вот чё он там стоит такой закрытый и бесит меня? Зачем? Там что-то ценное? Может, улики? Мертвые проститутки? Или книжки про коней для продвинутых? Ой, я все хочу его продать, потому что он нам достался от прошлых владельцев. Только место занимает. Только не говори, что ты в итоге его вскрыла. Не говорить? Ладно, не скажу, но... Но если бы я собиралась это сделать, то обратила бы внимание на неработающие часы на камине и провела между ними параллель, а внутри сундука обнаружила бы ни много ни мало, а целый схрон вещей, среди которых, внимание, дневник бывшего владельца ранчо, Мэрила Хамбера, шерифа и отца возлюбленной Дирка Валентайна, Фрэнсис Хамбер. Ого! Я изучила содержимое потайничка, и вот какая картина вырисовывается. Мэрил, судя по всему, был суровый, спокойный и прямолинейный мужчина, который исправно делал свое дело и не особо умел выражать свои эмоции. В своем дневнике он писал, как стал шерифом, какая у него классная доча-цветоча и как, в принципе, кучеряво у него идут дела на ранчо. Но тут у Фрэнсис появляется челодой маловечек, Дирк, который, разумеется, вызывает у отца интерес. Так, чё, кто он, откуда, какую группу он уважает? Я хочу его видеть, пусть придет в гости, хуё моё. Пап, да он стесняется, потом как-нибудь. Отмазывала его Фрэнсис, вызывая тем самым еще большие подозрения. Он чё, девочка, что ли, стесняться? Странно как-то. Вскоре Мэрил узнает, что в округе действует некий вооруженный бандит, грабящий банки и поезда, которого вот террас зовут Дирк Валентайн. Чего? Ребята, а вы узнали? Согласны? Это что, Дирк Валентайн? Тот самый Дирк? Вау! Не отличающийся стеснительностью и робостью Дирк Валентайн, ну надо же! Когда он показал его фотографию Фрэнсис, та, очевидно, не будучи Штирлицем, лишь расплакалась и заистерила, окончательно спалив, кем является Дирк по жизни. Он грабит только богатых, и вообще он нормальный папа, ясно? Ничего ты не понимаешь, скуфидяй! Доча, ты же любишь загадки, вот тебе надо подумать. Шел, значит, грузовой состав с зарплатами рабочим в шахтах. Появляется Дирк Валентайн, и рабочие остаются хер без соли доедать за свой опасный для жизни труд. Вопрос, каких богатых он, по твоему мнению, здесь обокрал? Ну, в общем, контакт не клеился. Тогда шериф стал перехватывать письма, которые Дирк корябал для его дочки, и из одного из них он узнал, где эти зумера хотят встретиться. Бандита поймали, подержали в тюрьме и вскоре справедливо повесили. Фрэнсис с разбитым сердцем на всю жизнь кинула обидку отцу и сбежала из дома, куда больше не возвращалась. Записки Мэрила полны досады и сожаления, потому что... Ну а вот что ему еще надо было делать, если так подумать? Очень грустно, ведь человек делал свою работу и делал хорошо, а в итоге все плохо закончилось для всех. Она никогда не вернется на ранчо теней. И все по моей вине. Я просто должен научиться жить с этим. Феечка, ну не плачь, Феечка, ты чего плачешь? Чего тебе так грустно? Не плачь, Феечка. Дирк, пока сидел в тюрьме, продолжал писать письма Фрэнсис и в одном из них сообщил, что припрятал для нее награбленное золотишко, которое она найдет, если будет решать его загадки, ведь она так любит загадки. Мне хочется, чтобы ты думала над моими загадками. Когда ты очень сосредоточена, например, когда играешь на пианино, ты прекраснее всего, что я когда-либо видел. Вот только эти письма загадочным образом до Фрэнсис так и не дошли. Их прятал Мэрил, надеясь, что Фрэнсис забудет про этого кадра, да и вообще решит, что тот ее разлюбил. Честный человек был этот Мэрил, ведь если бы он эти письма вскрывал, то, глядишь, бы узнал про золото. Но, увы, к письмам прилагались всяческие подсказки для поисков, и в частности, следующие. Начни с рисунка, приложенного к письму. На нем ты сможешь отмечать расположение наскальных рисунков.
Они будут указывать тебе, что делать дальше. Звучит как работа для Нэнси Дрю, ведь мне не в первый раз приходится иметь дело с подобными историями, и я, между прочим, почти закончила свою монографию, над названием которой еще стоит поработать. Сокровища смазливых бандитов, так и не найдены их женщинами, или бесполезный отношашник, как гарант бесполезно награбленного сокровища. Ну, я надеюсь, вы поможете мне в комментариях. Но я никаких кальных наскальных рисунков так и не увижу, пока буду куковать на ранчо. Необходимо было сдать на лошадиные права. Ну что же, там же не должно быть сложно, верно? Фух, я готова. Готова ответить на вопросы? Наверное. Где находится скакательный сустав? А разве они у нее не все скакательные? Нет. Кто такой мул? Как это кто? Это же что? Мемный университет Люксембурга. Разве нет? Нет. Где у лошади находится стрелка? За гаражами? Нет. В каком анекдоте про поручика Жевского фигурировала лошадь? Я не знаю. Нет. Какой по счету в хронологическом порядке была часть трех богатырей «Ход конем»? Что? Нет. Кто такой Леонид Каневский? А эти вопросы точно имеют отношение к верховой езде? Нет. С этого момента можешь забыть о поездках верхом. В общем, я с треском провалила экзамен на ездока, и Текс запретил мне в принципе подходить к лошадям. Обидно, ВВЕ, но зная о том, что вы поручили мне хоть как-то добраться до Мэри Янксон, он проявил сочувствие и дал мне в помощь кое-что. Пойте вместе с нами, хлопайте в ладоши, на конюшне старой горевала лошадь. У ее конюшни маловато площадь, не попрыгаешь, ни ног не разомнешь. Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Спустя время я кое-как добралась до магазинчика Мэри Янксон. Задачка, конечно, была не из простых, но я не жалуюсь, ведь я оказалась не самым талантливым водителем кобылы. Все мои очки таланта ушли в дедукцию, которую я изо всех сил стремилась уже куда-нибудь применить. Или на кого-нибудь. Здравствуйте, вы Мэри Янксон? Да, это я. Я не слышала звук мотора. Ты прискакала на лошади? Да, на лошади, ну, потому что на ранчо Теней, откуда я, там лошади. И вот мне дали лошадь настоящую, потому что я умею на ней ездить, и поэтому я на ней сюда приехала, на ней, да. Я слышала, что произошло вчера. Тяжелый удар для Роули. Им действительно трудно управлять этим ранчо. Они, кстати, просили вам кое-что привезти. На лошади, я же на ней приехала. Хорошо, я хотела бы купить у них кое-что. Наверное, это их ответ. Они отказали мне. Ну, я на это и рассчитывала. Но Ага, так и запишем. Рассчитывала. На что рассчитывала? А почему отказали? Подозрительно. Включая и меня. Поэтому, если ты хочешь спросить об этих предметах или узнать их цену, не стесняйся, спрашивай. Опа! Магазинчик у Мэри, кстати, мне очень понравился. Чтобы отдохнуть от дороги, я довольно надолго застряла в ее игровом автомате про кукушку и койотов. Тем более, что за победу мне давались классные монетки. Золотничок. Яна рассматривала заготовки для мемов на одном из стендов, которые пока Мэри не видела, я помогла ей завершить и очень довольна собой. А затем и вовсе затарилась у нее украшульками и подвесками, ведь надо же было мне куда-то девать деньги, которые подарил мне папа. Вуаля! Женщины.
Особое внимание я обратила на статейку про петроглифы, которые можно было обнаружить в ущелье Анасази, что неподалеку. Может быть, Денис Дыркин имел в виду эти наскальные рисунки? Ведь племя Анасази оставляло их там около 700 лет назад. А раз так много, значит точно что-то умное. Только я собиралась туда отправиться, как заметила сундук, который, судя по квитанции, был куплен Мэри Янгсон у Эда и Дианы. Да и дырдочки я эти сразу же узнала. Вы же купили этот сундук у Роули? Могу я его осмотреть? Конечно, если ты сможешь открыть его, я позволю тебе взять что-нибудь оттуда. Ни слова больше. Эх, ах, хах. Ловкость рук и никакого мошенничества. Спасибо. Можешь взять что-нибудь себе. Ты заслуживаешь награды. Я недолго думала над тем, что взять, но мучительно. Ножницы и значок шерифа, конечно же, были очаровательно соблазнительной хуйней, но часики так и фыхчали, что брать надо именно их. И я не ошиблась. Внутри часиков Фрэнсис Хамбер была обнаружена феноменальная хрень. Оборванная бумажка с надписью «Зеленая бутылка под». Под что? Подсистема? Под пиво «Боярин»? Ладно, данных пока недостаточно. В целом, моя миссия в магазинчике Мэри Янгсон была выполнена, и я собиралась сменить место дислокации. Я порывалась съездить к ущелью Анасази, но решила сделать это завтра, предварительно попытавшись вновь сдать экзамен по верховой езде. А на сегодня мои приключения были закончены. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? С горы тогда спуститься я решил. Это выше моих сил. Ты куда? Ты не можешь уйти. Роули сказали, что мы должны развлекать нашу гостью. Да, это не похоже на развлечение. Твоя песня еще хуже того, что ты приготовил. Вообще-то, это был кюш-баранкюш, причем довольно неплохой. Ты никогда не сможешь оценить то, что я готовлю. Твой язык совсем окостенел. Пойду-ка и я спать. Доброй ночи, мисс. В следующий раз просто сделай гамбургеры. И ты, Брут, ты это видела? Видишь, что мне приходится выносить? День и ночь я стою у плиты, создавая кулинарные шедевры, а эти неблагодарные не ценят то, что я делаю. Ну, я им еще покажу. Когда-нибудь я напишу самую лучшую в мире книгу по кулинарии. Потом у меня будет собственное телевизионное шоу. Потом я сниму фильм. Так вот, пока они тут пасут коров, я стану мультимиллионером. На следующее утро я позвонила вам и рассказала, что после появления призрачной лошади ночью в насосной прорвало трубу. Да я помню, что во время этого разговора в итоге прорвало Диану. Вообще-то прорвало Эда. Я была спокойна, как удав. Скорее, как гадюка. Слышь ты, специалист-серпентарий! Вот и тогда я не смогла Себя ты с в вами зеркало нормально видела? поговорить и Зеркало решила отложить разговор на потом. Я отправилась осмотреть место происшествия, но оно было опечатано шерифом, который проезжал к нам ночью с этой же целью. Я позвонила ему, и он разрешил мне пройти внутрь насосной. Но только, если я дам ему почитать свою монографию «Как стать лучшим другом Арнольда Шварценеггера».
На самом деле у меня нет такой монографии, но теперь, видимо, придется написать. Внутри я нашла ту самую прорванную трубу и, осмотрев, отнеслась к ней с пониманием. Бедная труба, как я тебя понимаю. Бардак внутри был такой, будто бы трубу действительно пришла прогрызть как минимум лошадь. Но следов копыт я не заметила, зато заметила супер заманчивую решеточку, за которую тут же поспешила залезть. Если трубопоедатель был не лошадью, то он вполне мог пролезть сюда именно таким образом. И это так интересно и страшно. Ой, как я люблю, когда так. Ой, как интересно. Так, тут кто-то есть? Ау! Я все слышала, выходите. Ну, я уже иду искать. И кто не спрятался, тот... Дэвид? Ты откуда здесь? Я-то сыщик, мне положено. А вы как сюда попали? Ну, я просто... я разыскиваю сокровище Дирка Валентайна. Ого, честно. Подозрительно честно. Настолько, что похоже на ложь. Что вам про это известно? Моя бабушка Элли была двоюродной сестрой Фрэнсис Хамбер. После ее смерти осталось много всего, в том числе и письмо, которое она получила от Фрэнсис. В этом письме Фрэнсис упоминает о сокровище, которое спрятал Дирк. Он хотел, чтобы она нашла его, следуя его указаниям. Фрэнсис была очень умна. Она любила разные головоломки. Знаете, я тоже своего рода Фрэнсис. Когда казнили Дирка Валентайна, Фрэнсис сказала своей сестре, что если та найдет сокровище, то может оставить его себе. Я еще нашел вот эту фотографию. Это отец Фрэнсис, шериф Мэрил Хамбер. С обратной стороны что-то написано. «Лестницей в подвал». Это почерк Фрэнсис. Каких же усилий мне стоило не проговориться, что я знаю контекст этой записулинки, но Штирлиц был непреклонен. Понимаешь, мой брат в отчаянии, у него нет работы, здоровье подорвано. Я думал, что если я найду сокровище... то сможете купить еще парочку призрачных коняшек, так? Клянусь, я не имею никакого отношения ни к лошади, ни к несчастным случаям на ранчо. Прошу прощения, но я должен вернуться к работе. Вообще-то я не договорила. Блин. Ну, раз клянется, то почему бы и не поверить? Вот я и не поверила. И стала тщательно осматривать подвал. Что тут есть подозрительного? Кошелек? Дудка? Кислота? Так вот, как разъели трубу в насосной. Вопрос только, кто такой умный? Самая большая голова у лошади, но копытами такое не провернешь. У нее точно есть сообщник. Скорее в подлесничье искать зеленую бутылку. Это не бутылка, это пазл. Но пазлы, в отличие от бутылок, можно вскрыть без штопора. Кайф! 4 апреля 1883 года. Милая Фрэнсис, я очень рад, что наконец-то готов твой портрет. На нем ты изображена в своей любимой шали. Я уверен, что картина просто великолепна, потому что ты прекрасна. Я бы хотел быть таким же умным, как ты. Я очень рад, что тебе понравился кошелек, который я подарил. Также я купил камень, на котором было изображение, напоминающее одно из мест наших встреч. Я уверен, что камень тебе очень понравится, потому что он уникален, как и ты. Твой отец послал людей следить за мной повсюду. Думаю, что умом ты пошла в него. Люблю тебя, Дирк. 19 августа 1883 года. Да, я краду золото у богатых людей, которые заслуживают этого. Но если бы я мог начать жизнь сначала, я бы стал владельцем ранчо, фермером, шахтером или кем угодно, лишь бы мы всегда были вместе. Давай встретимся в четверг на закате у могилы Чарли. Люблю Ну что я могу сказать? Редкостные сопли в сахаре. Автору фанфика 0 лет. Я вот сейчас думаю обо всем этом и прихожу к выводу, что действительно самое умное, что могли сделать Фрэнсис и Дирк, это не поливать друг друга комплиментами и щекотать друг друга сокровищами, а взять этот капитал и уехать куда-нибудь подальше отсюда, чтобы начать все сначала, ровно как и писал Дирк.
Вот так оно и бывает. Если много петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. Оказывается, Дэвид попадал сюда через тайный проход за шкафом в доме. У нас есть тайный проход? На самом деле, я прям ощущала, как недодопросила Дэвида по фактам и собиралась пойти его найти, но вдруг обнаружила, что Сэма не было на кухне. Либо репетировал новую песню, либо стриг кусты в саду у Бэггинсов. Без сомнения, это был шанс осмотреть его уголок повнимательнее. А в уголке толстый хоббит робко прятал карты. 2 штуки. Карта и геологическая карта. Вопрос: зачем и нахера? Могу я чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я просто искала флягу с водой. Ну, знаете, карта, фляга, кто бы не перепутал. Я купил эту карту, потому что слышал, что в здешних местах были 1 или 2 золотоносные шахты. Но, как и большинство моих идей быстрого обогащения, это тоже не удалось. Кажется, в этих скалах не осталось ни грамма золота, ни серебра, ни чего-либо еще. И я не хотел бы застать тебя еще раз роющуюся в моих вещах. Пообещать пообещаю, ну а дальше как получится. Но вообще, простите. Не волнуйся, меня тоже как-то застали за тем, что я рылся в чужих вещах. На почве общих интересов мы довольно крепко заболтались. Дело в том, что Сэм был любопытен, любил сплетни и тоже не мог отличить мышь от крысы. Ну, совсем как я, literally me. Однако наша дружба должна была пройти некоторые испытания, в частности, овощные, яичные и дворовые. Только так я могла получить флягу с водой. Киокушинкай! 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 Какой нахуй Киокушинкай, блядь? Здравствуйте, Текс. Я подготовилась и хотела бы еще раз попробовать себя в верховой езде. Сегодня мне предстоит посетить много мест, и я не хотела бы стереть себе ноги под корень, как бешеная нога, например. Я установил бочки, чтобы ты потренировалась в езде, и поставил козлы для тренировки бросков. Когда ты захочешь потренироваться, я пойду туда с тобой. Если ты сделаешь все хорошо, то есть объедешь препятствие меньше, чем за 10 секунд, и набросишь лассо на козлы не менее 4 раз из 5, ты сможешь получить собственное лассо. Тренируйся столько, сколько хочешь, только не вздумай забирать с собой мою веревку. А вчера же было по-другому. А можно, чтобы было как вчера? Нет. Ой-ой. Поздравляю. Мы приехали заняться верховым туризмом к Кроули на их ранчо теней. Но, увы, досталась мне лошадь с аутизмом. Не придумать этой шутки злей. Лошадь с аутизмом. Это не смешно. Смеяться над убогими и глупо, и грешно. В общем, лассо я свое получила, а вот с лошадью все оказалось немного сложнее. Исходя из моих результатов, Текс все-таки выделил мне лошадь, но с нюансом. Лошадь с аутизмом. Это не смешно. Смеяться над убогими и глупо, и грешно.
Ждет меня нелегкий путь, дальняя дорога, а конюх ухмыляется мне вслед. Ну, удачи. И лошадь спотыкается прямо у порога. Кажется, надежды больше нет. Господи помилуй. Лошадь с аутизмом. Это не смешно. Смеяться над убогими. И пошло, и грешно. Я доехала до ущелья Анасазии, сдула лошадь и принялась изучать окрестности. Сейчас я ее только сложу аккуратно, хорошо? Сейчас. Во. Довольно быстро я обнаружила, что на скалах действительно начерчено множество петроглифов и древних загогулин. Прямо как на схеме. Мне очень повезло, что они не стерлись или не обвалились с годами. Иначе бы, ну как сказать, у меня больше ни хера не получилось в этом расследовании. Но я везучий детектив, поэтому все в порядке. Я даже нашла самые крутые и древние письмена, которые перечисляли самых авторитетных и гигачатных индейцев, покоривших прерию Бусти и Донатную даль. Я не могла не выразить им своего уважения. За что высшие силы наградили меня найденным древним наконечником от стрелы. Настоящим наконечником, нифига себе! Сегодня у меня определенно будет удачная охота на улики. Когда все петроглифы в зоне досягаемости были мною срисованы, я обратила внимание на те, которые находились вне ее. И как мне туда забраться? Моя лошадь хоть и надувная, но, увы, надувается не гелием. Так вот зачем существует лассо. Идея, конечно, была довольно опасной, и шизанутой, и ненадежной, но зато такой нескучной, а главное рабочий. Я закинула веревку и полезла наверх за петроглифами. Тут мне пригодилось мое новое изобретение – очколупы. Ну или лупачки. У меня проблемы с тем, чтобы придумывать названия. Наверху оставались последние закорючки для разгадки шифра, который гласил: напиши папаше имя под клавишами пианино. Какое еще, блядь, пианино? Думай, Нэнси, думай. Так, пианино бывают в салунах, правильно? Салуны бывают в городках, а ближайший городок — это Сухой ручей, где и находилась тюрьма Дирка Валентайна. Значит, туда мне и надо. Надеюсь, Сэм не спохватится своей картой хотя бы до вечера, потому что она ему на кухне вряд ли пригодится, в отличие от меня. Знаю я, что лошади штата Миннесота справки все имеют до одной. Эти важные. Резво могут затоптать дикого койота и без седока дойти домой. Лошадь с аутизмом. Это не смешно. А почему? Смеяться над убогими. И глупо, и грешно. Проехав влажную гору, я добралась до Сухого ручья. Городок заброшенный, жуткий, но от этого еще более крутой. Мне сразу показалось, будто бы я в ручье нахожусь не одна. Но, конечно же, я была не одна, ведь меня смотрели мои дорогие зрители с Ютуба. Привяу! Пока я осматривала достопримечательности, Нет. например, почту, туалет Шрека или полицейский участок, я также натыкалась на полезные штучки-дрючки, а еще наконечники стрел, которые с удовольствием помещала к себе в коллекцию. Один из них, правда, охранял большой и охренеть какой устрашающий скорпион. Но скорпионы почему злые? Потому что их не любит Саб-Зиро, а немножко любви может сотворить чудеса. Вот я и решила проявить заботу к маленькому и подарила ему маленькую ковбойскую шляпку, после чего сунула его в инвентарь и забрала свой наконечник, потому что это мой наконечник. Бар, который я искала, находился в конце улицы и был заперт на кодовый замок шерифом. Необходимо было ему позвонить, но связь в Сухом ручье не ловила от слова совсем. Перспектива возвращаться ради одного созвончика меня совершенно никак не радовала, а поэтому я воспользовалась багом в игре и дозвонилась нечестно. Ну, а почему бы и нет?
Шериф согласился дать мне код от замка в обмен на обещание привезти ему как-нибудь с ранчо куриных грудок. Странный какой-то этот шериф, как будто закомплексованный маленько. Но не суть. Я Нэнси Бешеная Лупа. И я пришла, чтобы найти мистера Пианино. Кто-нибудь знает здесь такого? Может быть, вы, господин Светильник? Нет? Или вы, миссис Книга? Руководство для электриков. Что такая современная барышня делает в такой дыре? Хотя вы натура не влагоустойчивая, неудивительно, что вы выбрали сухой ручей. Ху-ху-ху. Может быть, вы печка? Опа, вот он где. Я долго искала тебя, старая пианино. Я проскакала пол прерии, чтобы найти тебя. Знаешь, я сейчас веду расследование одного дела, и мне бы очень помогло, если бы ты сказала мне имя папаши. Ого, спасибо, дружище. Так, я хоть и не математик, но тут больше букв, чем надо. А, нет, не твоего папаши, а папаши Дирка Валентайна. Спасибо. У входа к шерифу нужно найти то, что можно завести. Уголовное дело, что ли? Ручку и вилки добавь, по местам расставь, и сможешь ты поиски дальше вести. Ладно. Перед тем, как уйти, я решила поподробнее изучить бар Кэппи на предмет улик и улиток и обратила внимание на крайне любопытную шконочку в уголке. Кажется, здесь кто-то прописался и теперь в крысу обитает. Но кто и зачем? Возможно, ради игрового автомата, стоящего рядом, в который я, конечно же, попыталась поиграть. Разве можно пройти мимо однорукого бандита? Деньги, подаренные папой, оказались бесполезны. Почему люди так любят доллары? От них совершенно нету толку. Зато помогли монетки из магазинчика Мэри, благодаря которым я сколотила себе небольшое состояние из неликвидной валюты. Вот это по мне. Девятичок, десятичок. Когда я вышла на улицу, я вновь ощутила присутствие здесь кого-то еще. Но это, скорее всего, были такие же любители инвестиций в монетки, как и я. Так что все в порядке. Моя восхищительная интуиция зачастую выручает меня там, где не работает логика и здравый смысл. А поэтому я тут же отправилась к участку шерифа вскрывать половицы скорпионом. Ну, а чем же еще? И действительно нашла следующую закладку. Как иронично. В ней был то ли замудренный прибор для маникюра, то ли цех по производству пива в миниатюре. Я по первости не разобралась. Записки никакой не прилагалось, но голоса в голове подсказали мне, что необходимо поместить эту вундервафлю в баре в соответствующий паз в столе. В записке Дирка говорилось о ручке, так, это есть, и о вилках. Но я с кухней нахожусь на «вы», и поэтому довести апгрейд махины до конца я так и не сумела. Тем более, что нужны были какие-то хитро выебанные специфичные вилки. Возможно, те, которыми можно убить ведьмака. Возможно, те, с которыми лейтенантов на гауптвахте отправляют на работу. Да хрен его знает какие. Я решила уточнить, есть ли что-нибудь подобное у Мэри Янгсон, раз она занималась скупкой личных вещей Хамберов у Роули. Ну и плюс мне нужно допеть песню до конца. Последний куплет. Знаю я, что лошади штата Аризона тоже все довольно неплохи. Ну а мне досталась ты, белая ворона. Это плата за мои хихи. Лошадь с аутизмом. Это не смешно. Смеяться над убогими и глупо, и грешно.
Вот так вот. Вы знаете что-нибудь о столовых приборах, которые принадлежали Фрэнсис Хамбер? Ну, там, не знаю, ножи, ложки, вилки. Если бы мне что-то подобное и попадалось, я бы помнила. Столовые приборы 19 века стоят немало. Эх, жаль. Ну ладно, до свидания. Ёк-макарёк, клянусь своей совраской, у Мэри Янгсон на прилавке лежал целый пак именных камертонов. Это точно они, ведь на них были начепятаны бескомпромиссные ФХ. Ах ты, Валентин Дыркин, бандит и деревенщина. А можно я ненадолго возьму вон те вилки? Давай договоримся. Если ты принесешь мне 10 наконечников стрел, я отдам тебе камертоны бесплатно. Ты можешь складывать их сюда. Надо же! Похоже, что мне нужно лишь 9 наконечников. Можешь забрать один себе. Я вернулась в желтый ручеек и поспешила применить двузубцы в дырке карабульки. Я уже немного начала понимать, как работает Дирк Валентайн, а поэтому, исходя из его одержимостью Фрэнсис, я быстро поняла, что делать. Вторые очки за сутки, блять! Стекло разбросано. Лампа треснула. Ого, а я даже и не услышала. Как это так интересно? Кровь из ушей? Тогда понятно. А особенно интересно, как же это так должно вести Дирку, что бумажка здесь пролежала столько времени, ни разу не сгорев. Видимо, Дирк лично обещал отрезать ноги любому, кто хоть раз посмеет включить эту лампу. Магнит. Интересно, какой имеется в виду? Ну, если левый, то такой есть. Но это уже завтра, потому что вечереет, а путь сюда, даром что верхом, был долг и непрост. Зато путь обратно содержал интереснейшие наблюдения. Я умудрилась подглянуть, как у ранчо сошлись и о чем-то трещали Мэри и Текс-Текс-Текс. Сообщники! Ну ничего, с утра я подвергну всех новому разведопросу. Но с утра. Где же, блин, Бесс и Джесс, когда они так нужны? Работникам ранчо вообще платят? А если платят, то чем? Не похоже, что с ранчо есть какой-то доход. Зачем они вообще его держат? А главное, на что? А главное, почему у меня светятся перчатки? Порошок из заброшенного города!
На следующий день я решила не звонить Эду и Диане, а сразу начать подготовку к длинному и сложному путешествию. Папа велел мне взять побольше красивых вещей и каждый день наряжаться в разное. Не знаю, зачем это нужно в прериях, но папа у меня человек умный и опытный, ему виднее. Действуя по отработанной схеме, я быстро собрала дрова, сорвала спелые яйца и нарубила овощи, чтобы отправиться в дорогу. Но... Я хотел бы, чтобы ты оказала мне еще одну услугу. Сегодня день рождения Текса, и Роули попросили меня испечь торт. Но если это сделаю я, он к нему не притронется. В коробке ты найдешь рецепт. Только не Неважно, это. когда именно ты будешь его печь. Главное, чтобы торт был готов к вечеру. Песня про торт. Страшно мне идти на кухню, я с ней вовсе не дружу. Если нужно вдруг сготовить, я туплю и торможу. Я ведь сыщик, а не повар, и мне вовсе не понять, как 12, сука, третьих означает 5. Ну как? Пинты, фунты, кварты, пеки, непонятные слова. Вот садисты человеки напридумали говна. Ну а мне теперь готовить сыплю я на рану соль. Ведь я сыщик, а не повар. Ах, какая сука боль! Предварительно свистнув магнитик, я отправилась допросить Текса о вчерашнем. А я вас видела с Мэри Янгсон. Меня с Мэри Янгсон? Конечно же нет. Это был не я с ней не общаюсь. Чтобы я в это поверила, вам придется дать мне сегодня лошадь. Нормальную лошадь. Иначе я напишу фанфиковый донос на вас, Роули, и всем расскажу, что вы с ней занимаетесь Тексом. Боб в твоем распоряжении. Сегодня мне предстояло много путешествовать, и я добилась своего, хотя и немного не так себе это представляла. Мне надо было начать с поиска полосатого камня. Я видела по дороге в ущелье Анасазии что-то похожее, а поэтому спешилась у дикой тропы и отправилась искать подходящий булыжник. Внутри была очередная головоломка, внутри которой еще одна головоломка, внутри которой еще одна головоломка. Последняя гласила, что мне нужно кольцо либо Фрэнсис Хамбер, либо ее кузины Элли. А кто у нас тут внук Элли? А правильно, Дэвид! А ваша бабушка не оставляла вам колечко? Да, это была ее наибольшая ценность. Вот оно, смотри. Бабушка Элли говорила, что у Фрэнсис было точно такое же кольцо. О, а могу я одолжить ненадолго? Я ж все-таки починила клетку для кур, я надежный человек. Взять его? Зачем? Ну, пожалуйста. Только береги его, хорошо? А у тебя есть молодой человек? В смысле, в инвентаре? А, вы про парня спрашиваете? Да, его зовут Нед, вот, его зовут Нед. А что? Неважно, прости. Не стоило спрашивать. Забудь о том, что я что-то говорил. Ладно, я, не теряя ни минуты, отправилась в сухой ручей применять кольцо на автомате. Но когда я вошла, я обнаружила, что койка, которая раньше лежала в углу, пропала. Вместо нее остался лишь маленький подозрительный ключ. Может быть, кто-то выкупил матрас в обмен на ключ? Нет, бред. Может быть, это ловушка? Тогда бы меня уже 100 раз успели ударить по голове. А я... А папа позаботился. Поехали.
Вайтихиоку Шинкай лежачих не бьет. Надо сказать папе, что одной каски недостаточно. Мои опасения оправдались. Я столкнулась лицом к лицу с бандой Бешеное Копыто, которая, как я потом выяснила, была сообщником главного преступника в этом деле. Они хотели меня не убить, но поймать и допросить, что мне уже известно о сокровищах Дирка Валентайна. Поэтому-то они меня и заперли в этой тюремной камере. Но у меня хорошая карма, поэтому это оказалась не просто тюремная камера, а как раз та самая, о которой Дирк писал Фрэнсис. Я это поняла по оставленной им записке с шифром, благодаря которому я смогла понять, что было написано на бумажке из костра. Нужно будет взять побольше вещей, если на ранчо ничего нет. Проверь книжный шкаф снова. Дирк мог спрятать его у шерифа под носом. Ага, значит, эти господа уже пытались искать сокровища на самом ранчо. От жучары. Также я нашла другой шифр Дирка, и из него узнала, где мне искать следующие подсказки. Отлично! Осталось только... выбраться отсюда. Самое смешное, что эти ребята оставили ключ висеть прямо рядом с моей камерой, но дотянуться до него честно было совершенно невозможно. Бандиты оказались на редкость азартными ребятами, так как оставили мне в камере весь мой инвентарь. То ли это великая тупость, то ли какая-то игра. Например, Нэнси Дрю «Тайна ранчо теней». Проведя небольшой математический анализ ситуации, я сделала вывод, что если я собью ключ с гвоздя предметами просто так, то он упадет прямо в эту дыру, и я останусь в этой камере жить, питаясь солнцем и своей шляпой. Кето-диета — это неплохо, конечно, но я решила подстраховаться и поступить по-умному. Далее я закидала стену кирпичами и оскорблениями, из-за чего она не выдержала и все-таки отдала мне ключ. Победа! Как говорится, неприятности устают от Нэнси Дрю раньше, чем она от них. Я аккуратно прокралась к автомату и применила на него кольцо Дэвида. Осталось только выиграть по новым правилам, но лох-машина даже и не думала подчиняться с первых попыток. Как хорошо, что к этому моменту у меня уже был скоплен капитал из монеток, как у Скруджа Макдака примерно. Я повторяла попытки вплоть до последней и... смогнула. Yes! Мать моя, кентавр! Это же хрень! Под лампой я как следует подомогалась до кирпичной стены и все-таки нашла эту распроклятую подсказку, в которой была следующая партийная указивка. Чтобы загадку мою разгадать, заставь балерину танцевать. Так, танцуй! Танцуй, кому говорят! Идиот! Танцуй! Идиот! Ладно, недаром же мне из автомата досталась хрень. Надо было как-то свести дебет с кредитом. Ну, я же не хуже Фрэнсис, верно? На рисунке со скалами, вот мой совет, проведи линию, не отрывая руки. Если все будет правильно, получишь ответ и сможешь продолжить поиски. Да за такие рифмы у нас в литературном клубе Доки-Доки убивали нахрен, ага. Ну, конечно же, это была буква «В». Ведь «В» значит Вендетта, Валентайн, Вокша. Так мне досталась последняя подсказка, для которой надо было ехать в ущелье Анасази. Ехать на лошади. Эй, плотва! Прости меня, родная. Я нашла булыжник с загогулиной, под которым лежала последняя подсказка и камушек. Смешно было бы, если бы это и оказалось сокровищем Дирка Валентайна. Троллинг на миллион. Из-за царапин на камушке совершенно непонятно было, что на нем изображено. Оно и понятно, столько лет здесь пролежать. А поэтому я решила проверить план Жо. Я отдала Мэри Янгсон все свои деньги, чтобы она срочно отполировала мне эту штуку-дрюку. И она согласилась. А пока она это делала, я воспользовалась ее занятыми руками.
А Текс мне все рассказал. Ну, знаете, про него и вас. Он сказал? Да, я обманным путем заставила его рассказать. Я не могу в это поверить. Он клянется, что будет держать это в тайне, а сам рассказывает все какому-то подростку. Когда-нибудь об этом должны были узнать. Узнать о чем? Мы влюблены. Вот и все. Чё? Секундочку. Значит, он ничего тебе не говорил? Ты обманула меня. Ты молодец. Ты действительно молодец. А почему вы это скрываете? Текс знает, что я с Роули уже долго спорю о части их земли. Он боится, что если они узнают о наших отношениях, они подумают, что он со мной заодно, и уволят его. Это пейзажный агат. О, спасибо! Камушек оказался ничем иным, как пейзажным агатом. Агат как бы намекал, что двигаться теперь надо в сторону гнилого веника, прямо и прямо и прямо, пока не упрусь. Я села на лошадь и рванула прямо по курсу, но во время поездки у меня все никак не выходили из головы слова Мэри Янгсон. Она и Текс, они же такие разные люди, как они могут быть влюблены? Вообще, правильно ли я понимаю смысл этого слова? Ладно, я подумаю об этом потом. Да. В воздухе аж воняло потенциалом найти сокровище, а поэтому ни шагу назад. Жди, копченый жеребец, скоро я буду. Дирк, Валентайн нахуячил загадок. Случайно он всех переиграл и сам не понял, как это сделал. И я вместо Фрэнсис ищу его бабки, ведь он с ними сильно перебрал. Да где же эти сокровища, ядрить их в корень, а? Ищи, ищи, свищи. Не жди меня, папа, дочь детектива, ведь я в ебенях ищу заклад. Блять, раскрою я дело и раскрою красиво до того, как наступит закат. О как! Он его еще и в сердечке переплавил. Ебануться! Натуральный маньяк! И как они сошлись? Двинутая на головоломках девушка и абсолютно инфантильный уебан. А хотя... Ой! Здравствуй, Нэнси! Ты уже нашла сокровище? Так вы и есть тот, кто виноват во всех дудосах на ранчо? Я со своими приятелями заварил всю эту кашу, организовал историю с лошадью, пробил трубу, перерезал провода, спугнул людей с ранчо, чтобы спокойно искать здесь сокровища. А на самом деле нужно было просто подождать, пока ты найдешь сокровище, и забрать его. Вообще-то, главное сокровище — это друзья, которых мы приобрели на нашем жизненном пути. Думаешь, я поверю тебе, Нэнси? Ах да, кстати, добираться на ранчо без лошади очень трудно, а твоя убежала. Да, она это умеет. Единственный путь отсюда тот же, которым ты пришла сюда, Нэнси. Так что скоро я тебя найду. Шляпа, нужно его как-нибудь остановить. Я уже близко. Как называют карликов-бардов? Не Высоцкий? Привозят как-то карлика в больницу, а у него микроинсульт. Существует ли набор юморесок про карликов? Нет, не хочется такой мелочью заморачиваться. Вообще-то путь бойца — это не только путь сражений, но и духовный путь. Ты недостойна звания бойца.
Я прошел еще одну комнату, Нэнси. Вот так. Теперь мне нужно спрятаться. Последняя дверь. Скоро я разберусь с тобой. Больно в ноге. Блядь, как нехорошо с твоей стороны, Нэнси. Я ведь мог сломать ногу. В ногах правды нет, Сэм. Ты поможешь мне выбраться отсюда, да? Я лучше помогу вам собрать спелые, сука, овощи. Ай, сука, Нэнси, ай, хватит, прости, пожалуйста. Нэнси, мы же были друзьями. Ай, ай, пощади, Нэнси, за что? Блять, меня захуярили. Сэм приехал к каменному лабиринту на призрачной лошади, которая оказалась самой обычной. Ее дрессировал один из его сообщников, член банды Бешеное Копыто. Как только я вызвала шерифа, Сэма арестовали, а вслед за ним и всю преступную шайку, потому что кто-то не мог остановиться сплетничать и в итоге сдал товарищей с потрохами. Ну а я, так как других лошадей в округе не оставалось, а становилось уже темно, поскакала для вызова шерифа как раз на этой призрачной коняшке. Наконец-то на нормальной анимированной лошади. Вы бы видели пешки работников ранчо, когда я на ней припарковалась у загонов. Текс обещал позаботиться о лошади. Мэри, как вы помните, объяснила, зачем ей нужна была земля. Она делала украшения из тех пород, которые встречаются у Эды и Дианы на ранчо. Текс и Мэри, кстати, больше не встречаются втихую за забором, как школьники. Дэвид тоже во всем сознался Роули и... Кстати, а что с ним в итоге стало? Если у нас будет возможность оставить золото себе, мы обещали разделить сокровища. Сейчас оно у шерифа. Ах, как все законопослушно, аж щекотно. В общем, вот такая вот прохладная история. И дело в итоге оказалось раскрыто. Да, это правда стоило того, чтобы подождать до вечера. Да, я наконец-то хотя бы все поняла, а то по телефону ничего не разобрала. Что за сокровище дырки Валентина? Спасибо, Нэнси. Я уже так стала переживать из-за того, что мы потеряем это ранчо. Я же сказал, что она раскроет это дело. Конечно, раскроет. Она же не ест целыми сутками салат. А чё салат? Вкусный салат. Конечно, вкусный салат, а ты мог бы предложить салат гостям. Мог бы предложить, но в принципе у нас каждый может наложить сколько... Конечно, может, но в принципе Ну, так-то мы успокойся. гостеприимные люди. И ты должен был предложить Дорогая, всем у нас салат. гости. В смысле? Вот именно! У нас гости! Между прочим, у нас гости. А ты один сидишь и ешь салат. Успокойся. Я хочу салат, да, я вот тоже хочу салат. Между прочим, я сегодня ничего не ела. Никак не привыкну к тебе новому. Ну что ты хотел, Фрэнк? Там, это... Сейчас я отвечу, ладно? Я быстро. Алло. Алло, здравствуйте, мистер Дрю. А я вам обзвонился уже. Вы где пропадали? Извините, мы слушали рассказ Нэнси о ее расследовании. Да, и мы сделали все, как вы сказали. Приехали на 3 дня позже, а сказали, что самолет задержался. Может быть, вы хоть сейчас расскажете нам, зачем все это было нужно? Потом как-нибудь. Лучше скажите, Нэнси там с кем-нибудь познакомилась? Ну вы говорили, что на ранчо полно крепких, работающих мужчин. Ну, она расследовала дело и успешно его закрыла. Больше нам ничего не рассказывала. Понятно. Ладно, у меня сейчас человек в гостях. Я вам потом перезвоню. Ну что, Фрэнк, какие у тебя ко мне дела? Мистер Дрю, не отпустите ли вы со мной Нэнси в небольшое путешествие? Я хотел бы ее свозить на остров Лжи. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old, they're older than the trees.
younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Yeah. Оладьи без муки — это ёбаный омлет, Нэнси.